Вас это может удивить, но каждый канадец в своем районе может воспользоваться маленькой, совершенно бесплатной библиотекой. Сходить на вечеринку, устроенным сообществом твоего района, привести детей на невероятно крутую детскую площадку и встретить рысь возле своего подъезда. Да, вот такая жизнь в спальных районах канадских городов. Меня зовут Ирина, я 2 года живу в Канаде, и сегодня я покажу вам все тонкости жизни жилых районов в городе Калгари в Канаде. Ну и, конечно же, бонусы, которые получают люди, которые живут тут. Погнали! Так называемые спальные районы в городе Калгари очень отличаются от центрального даунтаун с небоскребами и модернизмом в архитектуре. Даунтаун можно увидеть с разных частей города, как вишенку на торте, но Калгари огромный. Площадь города составляет 825 квадратных километров, а население насчитывает более 1 миллиона человек. И большую часть города занимают именно спальные районы с низкими постройками. Итак, съехав со скоростного шоссе, люди попадают обычно на сквозные проездные улицы. Ограничение скорости на этих улицах обычно 50 км в час. Это самый низкий скоростной режим в Канаде. Помимо школьных зон с ограничением 30 км в час. Оставляй лайк в поддержку этого видео, и если она наберет 200 лайков, я сниму большой обзор на город Калгари в Канаде. Будет интересно. Идя по таким улицам, сложно не заметить разницы, например, с городами России или стран СНГ. Ведь с детства мы привыкли, что, идя по дороге, встречаем разбитый асфальт, разбросанный мусор, ну и, конечно же, вставленные в землю колеса от машины. Это классика. Это не хорошо и не плохо, но на самом деле жить в комфорте, где есть зеленый газон, это намного-намного приятней. Интересно, само строение улиц, они построены таким образом, чтобы к каждому домику сзади был пристроен гараж, и вы могли заехать с задней стороны спокойненько и зайти. Это очень удобно, так как главные улицы свободны, но у вас есть 2 входа и выхода. Ну и, конечно же, мусор можно выкинуть по пути. Вон. Класс. Домики здесь, конечно, все как из фильмов. И это неудивительно, ведь каждый должен ухаживать за своим домом и за тем, что находится около дома, то есть газоном. Если кто-то из жителей района не будет ухаживать за своим газончиком, то получит приличненький штраф. А этого никто не хочет. Да и в целом канадцы очень честолюбивые и любят опрятный и приятный вид внешних своих двориков. Что просто замечательно, потому что, как по мне, у нас такого нет. Ну нет, правда? Ну напишите, что нет. Все дома, за исключением небоскребов, в Канаде каркасные. То есть предполагается установку несущего каркаса, но сверху обшивается листами ОСП. Стоимость вот примерно такого дома, который находится рядом со мной, где-то 500-700 тысяч долларов. И, конечно, цена варьируется от того, в какой локации вы покупаете дом. Да, это большие деньги, вы скажете, и это очень дорого для домиков, которые сделаны из дерева, потому что для нас это непривычно, что домики делаются из дерева, у нас все кирпичом. Да, замазать и поставить. Здесь вот такие вот канадские дома, и они на самом деле очень прочные и служат очень много лет своим жителям. Конечно же, стоит упомянуть то, что большинство людей берут дома в кредит и выплачивают их на протяжении всей своей жизни. В канадских домах есть одна интересная особенность – жилые подвалы. Для местных домов это очень популярное решение. Бейсмент – это помещение на цокольном этаже здания. Изначально оно не жилое, там сосредоточены все коммуникации дома, и оно не утепленное. Однако жители частных домов часто утепляют его, кладут там ковровое покрытие или ламинат, оборудуют кухню и санузел, превращая этаж в жилое пространство. Но в бейсментах очень много минусов: ограниченное количество солнечного света или его полное отсутствие, низкие потолки, высокая вероятность появления сырости и насекомых, ну и, конечно же, низкая шумоизоляция. Подвалы бывают полностью утопленные, без окон даже, и выходом в главный этаж дома. И вот такие, углубленные наполовину, с выходом на улицу или небольшим окошком. И то сдают в аренду, и главный плюс такого жилья – это цена. И при покупке, и при аренде цена такой квартиры или, например, помещения в частном доме будет в 1,5-2 раза ниже, чем в обыкновенной квартире. Как я упоминала в начале видео, в каждом районе города установлена маленькая городская библиотека, где можно найти книги, энциклопедии, детские журналы и взять их совершенно бесплатно. Никто эти маленькие домики не бьет, не рушит, не разрисовывает. Они стоят здесь уже большое количество лет, и здесь можно найти огромное количество совершенно новых, прекрасных книг. Подумайте только, что бы могло произойти, если бы эти домики стояли где-нибудь у нас в городах. Они бы наверняка были разрушены, полностью обкрадены, и
просто их бы не было, согласитесь? Вот такой вот менталитет. Мы как раз с вами находимся возле комьюнити-центра для жителей этого района, где совершенно бесплатно можно прийти на гриль, посетить литературный фестиваль, ну или просто прийти на вечеринку, где вы все вместе можете болтать, радоваться жизни и наслаждаться тем, что вы живете в таком прекрасном районе. В течение всего лета эти центры предлагают широкий спектр бесплатных и увлекательных программ и специальных мероприятий, которые обслуживают детей, молодежь, семьи и пожилых людей. Еще одна удивительная особенность канадских районов и городов. Вот посмотрите сюда, это зайчик. Да, зайчик. И в целом я уже здесь 2 года живу и должна была привыкнуть, но я не могу привыкнуть к такому. Это заяц, заяц. И они здесь бывают целыми семьями ходят. В городах Канады почти невозможно встретить бродящих кошек или собак, зато легко можно встретиться с дикими животными. Например, для Калгари и его окрестностей жить рядом с дикими животными – это норма. Чаще всего на улицах можно встретить белок странного черного цвета, гусей, которые пасутся под твоим балконом. Им вообще ничего не стоит устроить гнездо на парковке. Характерно, что никто это гнездо не трогает, даже наоборот, могут огородить это место и начать их подкармливать. Но это и не удивительно, ведь в случае, если кто-то обидит гуся, получит огромный штраф. Можно увидеть енотов, койотов и даже рысь. Недавно одна сидела у моего подъезда. Она себе спокойно убежала, а я чуть ли не получила сердечный приступ. Раз уж мы гуляем по всему району, давайте заглянем на детскую площадку. Когда я ее увидела первый раз, я была, правда, в шоке. Здесь есть канаты, есть качели, есть совершенно ухоженные прекрасные горки. Зимой это не очень классная идея. Вот такие разнообразные качельки, прорезиненная поверхность. Можете посмотреть, вот там здесь плохо видно, потому что все еще засыпано снегом. Да, сейчас конец марта. Не обращайте внимания, это Канада. И вот это небольшой минус. Но на самом деле площадка очень крутая. Я в детстве о таком только могла мечтать. Но вспомните, какие у нас площадки были в детстве. Я каталась на деревяшке, которую мы сами с ребятами с двора установили. Мусорки в Канаде расположены примерно так же, как и у нас. Возле дома, вот в таком вот закрытом пространстве, вот в таких вот контейнерах зеленых, которые вывозят 2 раза в неделю. Часто также оставляют здесь мебель, которую можно даже забрать. Кто-то забирает на самом деле, потому что оставляют действительно хорошую мебель. Это просто какой-то непонятный диван, но часто оставляют что-то прям даже целое и достаточно неплохое. То есть люди могут это взять и не стесняются. Всякие крупногабаритные штуки и мебель забирают пару раз в год, и на это тоже есть расписание. Что вообще здорово, в дни, когда забирают мебель и технику, можно прошвырнуться с утра по городу, пока мусоровозы не добрались, и набрать себе стульев, столов, а если повезет, то и свой первый персональный компьютер. И пока вы не подумали, что это странно, так делают даже совсем местные канадцы. Такая вот странная страна. Вас, конечно же, может удивить и это, но мусорники здесь поставлены под таким углом, чтобы медведи не смогли их открыть. Медведи! И мы сейчас находимся не где-нибудь за городом, не в горах, а прямо в центре города. Медведи. Как мне показалось после приезда, в Канаде действительно культ собак, но несмотря на это, на улицах нет собачьих отходов. Для того, чтобы убраться за собой, вам не нужно таскать с собой пакетики. Предположим, эта собака гуляет, накакала, ну, бывает всякое, правда? И вот здесь есть прям бесплатные пакетики, которые вы берете, отрываете, открываете, собираете, ну и выбрасываете в мусор. Извините, я верну обратно. Вы скажете, это мелочь, да что тут такое? Это просто пакетики для какашек собак. Да, но они бесплатные, их не разгребают, они стоят, вот, их там много, правда, и они постоянно пополняются. И каждый может подойти и ими воспользоваться. И прибраться за своей собачкой. Все нормально, я знаю, что это рюкзак. Удивление, которое я испытала первый раз, посетив улицы Канады, сложно описать словами. Некоторые вещи до сих пор не умещаются у меня в голове, как и менталитет канадцев, их дружелюбность и гостеприимство. Я считаю, что есть вещи, которым каждый из нас может научиться, живя в такой стране, или просто узнавая о ней больше. Поэтому я создаю такой контент, открывая границы и показывая, как живут другие люди на другой стороне нашей земли. До скорых встреч. Пока.